Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Евгений. Полное имя. Фамилия, Да, отчество. Востротин Евгений Валерьевич. Новострокин. Востротин. Вострокин. Откуда сами родом? Челябинская область, Снежинская. А год рождения? 1976. А семья есть? Дети? Дети. Сколько? 2. А сколько лет? 22 и 24 будет. Как очутились в Украине? Пошел по... Как сказать? Я не знаю. Добровольно. Добровольно, да? Добровольно, да. По контракту? По контракту. То есть вы контрактник, да? Да. Министерство обороны Российской Федерации. Ну, Ахмат, да. Не, Ахмат это другое. То есть вы с Ахматом подписали? Я с Ахматом, да. А где, как присоединились? Присоединились к Ахмату? К Ахмату, да. Вот как это все Да, произошло? прилетели в Чечню. Хорошо. Вы увидели На сайте. на сайте. А сайт какой? Не знаю, у меня друг смотрел. Окей, на сайте. И что там писало? Он все читал, меня позвал. Я неделю думал. И Короче, полетели в Чечню куда? В Грозный? в сам Грозный сначала. Окей. Что там было? Ну, и все, мы... Потом в мэрию... Стоп. С кем разговаривали? с кем не знаю. В смысле с кем разговаривал? Вы с кем разговаривали в Грозном? В Грозном ни с кем не разговаривали. Мы приехали, что там нам сказали, что приедешь. Приезжайте в мэрию, и там все будет, подписываться контракт, и все. Ну, с вами кто-то обговаривал какие-то вещи, сумму и так далее. Ничего не обговаривали. Все было написано в этом интернете. А контракт На кто сайте. давал? Вот в мэрии нам контракт давали. Мэрии Грозного, да? Да. Мэрии Грозного. Мэрии Грозного вы должны... Чечены были? Нет. Не чечены, тоже русские. Русские? Да. Окей. Все, подавали, завели нас в зал, вызывали по одному, ложили контракт, мы подписывали. Читать мы читали. Что зря. А кто... Что зря, да? Да, Вы это сейчас понимаете, Ну, да? да. А кто с другой стороны подписывал? Чья печать стояла? Без понятия. Тоже? А сколько денег обещали? Ну, около 200. А на сколько времени? Вроде так, я понял. На 3 месяца. Ну, это было прописано в контракте или не знаете? Это было прописано, когда смотрели интернет. Ну, то есть... Нет, в контракте было прописано, да, потому что подписано это было на первой странице, успели прочитать. Прописано, что 3 месяца. 3 месяца, ну, можно было там писать и 10, если не смотреть. Понимаете? Ну, это да. 200 тысяч. Конечно. А с женой говорили об этом? С женой так получается, что я в разводе. Угу. Как вроде сильно-то и не общаемся. Я понял. А с детьми что-то говорили? Ну, с детьми. А что с детьми? Чем мне дети могут сказать? Папа собрался, папа пошел. Хорошо. А когда подписали? Какой месяц? Так, 10, 12, 22, А в плен когда попали? 30, Декабря. 12, да, 22. А где? Белогоровка. Белогорьевка. Белогорьевка, да. Это под Бахмутом, мне кажется, правильно? Я точно не знаю. Мне кажется, не Лисичанск, нет. Ну, Лисичанск, да, там Лисичанск и дальше Бахмут. А должность какая? Стрелок. А до этого чем занимались до контракта? Работал. Кем? Бульдозерист. А какая зарплата? Средняя? 40-45. Тысяч, да? 40-45 и 200. Почему пошли? Да хватало. Хватало. Если честно, хватало. Хватало. Почему пошли? Черт его знает, почему пошел. Если честно, узнал такую информацию, что если уходит один из семьи, то не распространяется на остальных членов. То есть на сына? На сыновей, да. Ну, то, что так услышал. Вот такую версию я еще не слышал. Да? Да, это первый раз. А я вот услышал такую версию и пошел, чтобы пацанов не забрали. Детей. То есть
грубо говоря, чисто личный интерес. Да. Идеология есть какая-то? А? Идеология есть? Идеология, чтобы детей только не забыть. Не, ну в смысле идеология? Ну вот там рассказывают, там Донецк, Луганск бомбили, там нацисты, фашисты, американцы воюют, НАТО у ворот и так далее. Ну, такого я, если честно, не видел. Но в России слышали. Вот это все, что я пересказываю. И в России не слышал. Да в смысле? Ну, потому что не задавался. Ну, интернет не смотрите? Не смотрел, не интересовал. Новости? Так, мельком. Вопрос морально-этического характера. Мгм. Вы свою личную проблему, которую создала ваша власть, Мгм. решили разрешить путем похода на войну с другим народом. Получается так. Согласны с этим? Получается так. Ну, никто не хотел, не думали, что будем на передовой, там туда-сюда, думали, что где-то так. Получилось вот так. Люблю я слово в россиян это. Получается. У меня такое ощущение, что иногда их здесь заставляют просто думать своими вопросами. Есть такое? Мгм. Есть. Есть. Тогда следующий вопрос. Мгм. Вот у вас очень часто, когда сюда приходят, они говорят, что я не думал, что так будет. Да? Вот если так взять, Россия, это вот такое большое, жесткое балово для народа. Вот есть власть и вот эти холопы, да? И вот власть все время холоп. Да без понятия. Я бы здесь, как сказать, да не сказал. Не, ну вы же понимаете, вы сказали, что я не буду, думал, что буду на передке. Вас послали на передок. Чечены были? Чеченов не был. Все русские. Да. Где чечены? Это ж чеченский батальон. Чеченский батальон. Где Ну, чечены? где-то есть они, раз батальон чеченский, не знаю. Слушай, Но я только русских видел. Слушайте, все мне здесь рассказывают, что чечены хрен воюют. Вот эти кадыровцы. Вот когда бой заканчивался, мне рассказывали, они приезжали с кола со сникерсами, покушали, постреляли на камеру и уехали. Ну, я не видел такого. Я вам такого просто не видел. рассказываю, я Ну, вам понял, просто рассказываю. понял. Под Бахмутом были чечены? Не было. Ну, вы имеете в виду, где Белогоров, да? Где взяли? Нет, не было. Так что этот Дон-Дон-Дон рассказывает, большой воин? Дин-Дигидон только в этом, в Грозном? Как воюет ВСУ? Еще раз. ВСУ как воюет? ВСУ? Да я не успел повоевать. Так что Стреляли? толком не понял. Стреляли? Нет. А если честно? Нет. Честно. Что знаете вообще о Украине? А в Украине? Да по большому счету, ну что это? Плодородная земля, что туда-сюда. Не знаю. Чё. Гордитесь тем, что СССР победила во Второй мировой войне? Немцы. Ну, честно, да. Гордитесь? Ну, почему нет? На парады ходите? Хожу. Каждый год. 9 мая. Да. Советский Союз что делал? Защищался. Правда. Да. От немцев. Да. Немцы это кто были? Оккупант. Мгм. У вас кто-то воевал на войне? Ну, прадеды. Прадеды. Прадеды воевали. Вы типа правнук их, да? Ну, да. Я прав. Правнук пришел под Бахмут, как кто? Как оккупант, получается. Как оккупант. Украинцы что делают? Защищаются. Защищаются. Прадед мог бы гордиться таким правнуком?
Ну, не могу сказать. Но если еще есть какие-то сомнения, давайте дальше развинем тему. СССР воевала за свои земли, правильно? Немцы хотели захватить их, правильно? Да? Украина защищает свои территории. Да? Идея такая, да? Свой народ, свой суверенитет, независимость. За что воюет Россия? Объясните мне. Две стороны всегда есть. Нет ответа. Нет. Нет. Ответа нет. За что умирают россияне здесь? Также нет ответа. Ну, есть там, так как у вас шкурняк, да, чтобы там не забрали сына и так далее. Но это как бы внутренняя проблема страны, правильно? То, что там во главе стоит сумасшедший, россияне как бы могли бы с ним разобраться, правильно? Все-таки выборы есть, голосование и так далее. Россияне же за него голосовали. Если они с этим не согласны, вы же не согласны, чтобы у вашего сына забирали, правильно? Вы не верите ни в какую идею, то, может быть, россиянам нужно бы было немного разобраться с этой всей дикухой. С Путиным, Шойгу и вот этой всей пиздати. Что думаете? Боитесь? Без понятия. Боитесь? Ну, честно можно сказать. Я боюсь. Я не знаю, как ответить. Сыну сколько? Я же говорю, одному 22, другому. 22. Ну, он уже сознательный, да? Вот, например, теоретически его за меня или там будете когда-то сидеть. Даже на 9 мая, да? Угу. Вместе, да? У вас хорошие отношения с сыном. Да. И сын вас спросит: папа, зачем ты туда пошел? Вы ему плоско ответите, чтобы тебя не забрали. А он будет смышленый очень мальчик и спросит: да, это никто не будет знать. Папа, а за что я был должен идти? Что мы там должны были делать? Это же нормальный вопрос от сына бы был, правильно? Наверное. Что вы ему ответите? Интересный вопрос. Я даже затрудняюсь ответить тоже. Я даже не как журналист, я как украинец стараюсь понять это от россиян. Понимали ли они, что делают? У меня такое ощущение, что, вот, я честно скажу, там более 100 интервью, никто мне не дал ответа на этот вопрос. Никто. Они говорят о каких-то там защите Родины, там Донецк, Луганск и так далее. Но какая Родина на чужой территории? Вот мне здесь сидели и говорили, что на них украинцы смотрели с презрением, на россиян. Угу. Было такое? Ну да. Там, где вы были. То есть украинцы не хотят россиян. Смотрят с презрением. Смотрю, да. Угу. Да. Ну, я не сочиняю, правда? Такое есть. Да. Хотите что-то сказать украинцам? Ну, прощения за себя попросить, что я сюда пришел. Да, это хороший шаг. Это хотя бы у людей есть понимание, то, что они сделали. А россиянам? Ну, что россиянам? Думать своей головой. Как закончить войну? Вот, Закончить? да. Не знаю, как-то договариваться надо, чтобы заканчивать. А как с россиянами договориться? Ну, я здесь не силен, не знаю.
Не силен в политике, да? Я даже знаю, да? Они же политики, конечно. Вы часть политики. Вы добровольно стали частью политики. Добро. Больше я вам там скажу. Будучи российским гражданином, вы часть политики, потому что вы ходите и голосуете. За кого голосовали? За Путина. За Путина. Довольны? Так вроде устраивает всё. Устраивает, да? А то, что сейчас происходит между Россией и Украиной? Ну, не совсем. Путин главнокомандующий? Да. Но меня извините, россияне, вы все просрали. Все. Вы здесь сидите в плену и боитесь даже, ну, как бы сказать то, что есть в реале. Вы это понимаете? Вы как рабы царя, который тупо вас гонит на убой. Вы пошли, чтобы сын выжил. Ну, это пиздец, извините меня. Никакого идеала, правда? Ну, который как бы был в войне. Понимаете, о чем я говорю? Да. Вы можете соглашаться, а можете не соглашаться.